Друзья, приветствую! Очиститель воздуха Philips AC2959-53 входит в линейку 2000 серии и предназначен для очистки воздуха в больших помещениях. Я с детства страдаю от аллергии на пыльцу сорных трав и пыль, поэтому давно посматривал на подобные устройства, изучал, сравнивал характеристики, а летом прошлого года наконец-то решился на покупку. Покупка совершалась в аккурат перед сезоном цветения амброзии, и главная задача очистителя была обеспечить мне более комфортное прохождение мучительного периода. Собственно, закрывшись дома, благо работаю я на дому, включив кондиционер, очиститель воздуха, я успешно прошел сложный период и могу с уверенностью заявить, что с очистителем воздуха моя аллергия прошла гораздо легче. При этом у этого очистителя есть такие преимущества, как тихая работа, чтобы он работал ночью, и удобное приложение для смартфона, где можно просматривать статистику и управлять устройством. Сперва я хочу объяснить, почему я выбрал именно эту модель. С производителем я определился практически сразу, доверие к Philips у меня высокое, да и отзывы на их продукцию в сети преимущественно положительные. А вот с конкретным очистителем я долго не мог определиться. Дело в том, что у Philips есть разные модели по мощностям, есть компактные модели для небольших помещений, есть решения для средних помещений. И, собственно, как у меня, это считается для больших помещений. Хотя я живу в обычной квартире, поэтому изначально смотрел на модель AC1715, которая для средних помещений, у нее производительность 300 кубических метров в час. Но потом решил взять вариант помощнее. У моей модельки сейчас производительность 380 кубических метров в час, чтобы максимально быстро и эффективно очищать воздух во всей квартире. Сейчас я понимаю, что это было верное решение, так как быстро очистив воздух, он переходит на пониженные обороты и меньше шумит. Давайте смотреть уже ближе. Я вам покажу для начала коробку. Чисто так, слегка. Сейчас я поверну штатив. Просто, чтобы вы понимали габариты. Собственно, вот так выглядит. Здесь все идет описание у нас. Есть на русском языке. Указаны все преимущества. Собственно, какие же преимущества у данной модели? Давайте я вам вкратце назову. Во-первых, это 3D-циркуляция воздуха для эффективной очистки. То есть воздух у нас выдувается под углом вверх, а засасывается в нижней части, скажем так, со всех сторон. Также здесь трехслойный фильтр. Он удаляет 99,97% частиц размером до 3000 микрометров. Создается эффект бриза, это также плюс, то есть летом у нас он еще и работает как вентилятор, гоняет воздух и уменьшает воздействие жары. Здесь используется автоматическая интеллектуальная очистка с использованием двух датчиков профессионального уровня. Есть датчик освещения, чтобы управлять подсветочкой автоматически. Есть индикатор замены фильтра, есть приложение для смартфона и есть индикация загрязнения помещения аллергенами, частицами PM2,5. Собственно, если будете заказывать на почту, как я это делал, то обратите внимание, нужно брать машину. Размеры упаковки 32,5 на 64. В руках вряд ли дотащите, поэтому заказывайте либо курьерскую доставку, либо на машине. В комплекте была инструкция и гарантийный талон. Инструкция с русским языком, есть доступное описание всех возможностей, а также рекомендации по очистке и обслуживанию. Собственно, сам очиститель. Дизайн я бы характеризовал как модерновый, то есть он вписывается в любой интерьер современного жилья. У него есть ножка-подставка. Она обеспечивает устойчивое положение. Собственно, если дома есть животные или дети, это важно, то есть чтобы его достаточно тяжелый, чтобы он, скажем так, не принес вред домашним. Случайно его перевернуть сложно, он устойчивый.
Конечно, завалить его можно, но для этого нужно приложить немалое усилие. Забор воздуха у нас осуществляется через вот эти отверстия. Они по всему периметру, за исключением передней части. То есть вот так вот 360 получается. Выдув у нас получается сверху, через вот эти вот отверстия, как я уже говорил, вверх и немного под углом по диагонали. Есть здесь подсветочка. Она, значит, отображает качество воздуха в помещении. То есть вот если как сейчас светится синим, то воздух чистый. И вот мы можем наблюдать, давайте подвину немного ближе. 3. Это у нас показатель сейчас частичек PM2,5. Мы можем переключить на отображение уровня аллергенов. То есть видим, на данный момент у меня аллергены единичка, то есть по минимуму или фактически нет. И PM2,5, 2, 3, 4, там, ну, это как бы считается чистый воздух. Если будет светиться сиреневым цветом, то воздух загрязнен. Если красным, то очень загрязнен. Как вы уже поняли, дисплей у нас сенсорный. Вы нажимаете и переключаете режимы. Значит, сейчас режим включен автоматически. То есть очиститель сам определяет уровень загрязнения и регулирует обороты. Можем включить режим турбо. Это максимальная скорость очистки, но при этом как бы и самый шумный режим. Вы можете сейчас послушать уровень шума, я помолчу. Следующий уровень очистки это у нас, скажем так, стандартный. В принципе, для дневного как бы так, помещения, для дневного времени суток это нормально. То есть я работаю, мне не мешает абсолютно. И есть еще последний такой режим, режим сна. Вообще полная тишина, то есть отключается подсветка, но при этом как бы он продолжает работать на минимальных оборотах. Очистка есть, но работает он абсолютно бесшумно. Значит, днем у меня обычно стоит на автоматическом режиме. Также на экране можно посмотреть состояние фильтра. То есть мы нажимаем, видим 95%. Это остаточный ресурс фильтра. Производитель утверждает, что его замена потребуется не чаще, чем один раз в 3 года. Ну и кроме общего, скажем так, ресурса фильтра, у него есть еще необходимость очистки. О этой очистке вам также будет сообщено. Очищается обычным пылесосом. Вся процедура занимает от силы пару минут. Так, ну давайте посмотрим, что у нас на тыльной стороне. Здесь видим, выходит сетевой кабель. Длина сетевого кабеля около 1,5 метров. В центральной части можно заметить лючок. За ним разместили сенсоры. Очищать его также нужно просто пылесосом. Вот сюда подводите к этим отверстиям, чтобы удалить лишнюю пыль. Можно его также открыть и также здесь пылесосом или мягенькой тряпочкой, микрофиброй также пройтись. Это не будет лишним. Также внизу видим ручечку, за которую мы можем потянуть и получить доступ к самой важной части фильтра. Так, давайте я отключу. Очиститель, чтобы мы его не повредили. Здесь, как видим, также все очень сделано, продумано. То есть не нужно никакого инструмента. Эта крышка снимается просто, если ее потянуть, она на магнитах. Качество пластика хорошее, плотный. Давайте отсоединим фильтр. Здесь также не требуется никаких особых приспособлений. Просто его вытаскиваем. Чтобы потом поставить обратно, есть такой вот указатель, направляющая. То есть мы
туда его вставляем. А там внизу видим шарики, то есть он просто, ну скажем так, задвигается без каких-либо усилий. Фильтр можно рассмотреть, он достаточно крупный, тяжелый. Состоит он из 3 частей. Значит, первая часть, первый слой задерживает относительно крупные частицы, то есть пыль, шерсть домашних животных, перхоть, волосы. Собственно, его и требуется периодически чистить. Просто пылесосиком проходимся по нему. О необходимости очисточки, вам будет в приложении сообщено. Второй слой находится уже внутри, он предназначен для мелких частиц. И его почистить нельзя, собственно, из-за этого и требуется замена 1 раз в 3 года. Стоит такой фильтр, смотрел буквально сегодня, если перевести в доллары, то в моей стране стоит в районе $85. Это немало, но раз в 3 года за чистый воздух считаю нормально. И третий слой, он находится внутри, его можно рассмотреть на просвет. Это активированный уголь, который очищает воздух от газов, табачного дыма и других неприятных запахов. В помещении, где работает очиститель, нет запаха мебели, нет запаха линолеума, табака. Воздух получается чистый, свежий. Этот активированный уголь видно с внутренней стороны фильтра. Если заглянуть внутрь, под фильтр, там, в принципе, ничего интересного нет. Вентилятор, который работает на втягивание воздуха. И, собственно, плата с чипом управления. Хотя вентилятор здесь, конечно же, немаловажная деталь. Использованы специальные формы лопастей, качественные подшипники, от чего работает очиститель очень тихо. На турборежиме, как вы могли уже слышать, это не тихо, но шумно. Зато очень быстро очищает воздух. А в стандартном режиме это все получается достаточно тихо и не мешает абсолютно. Почистили фильтр и таким образом подключаем его обратно. Что касается скорости очистки, давайте мы его включим обратно. При включении, кстати, продолжает он на последней функции, то есть есть память. И что касается скорости очистки, то он полностью очищает воздух в большом помещении на 45 квадратных метров всего за 18 минут. Если помещение средних размеров, например, 26 квадратов, то он справится за 10 минут. А в небольшой комнате ему потребуется всего 4-5 минут. Почему же я взял именно такую мощную модель? Чтобы очищать воздух сразу во всей квартире, а не только в одной комнате. Итак, пользуюсь я им уже 10 месяцев, но не постоянно. То есть с августа по октябрь он трудился круглосуточно. Потом я его включал периодически. Январь-февраль вообще не включал для экономии фильтра. Зимой воздух у меня на районе чистый. С апреля снова работает на постоянке, так как сейчас пошло снова цветение. Пошли цветение деревьев, травы. И опять он работает у меня круглосуточно. Как видите, ресурс фильтра еще больше 90%, то есть 95%. Мне по-любому его хватит на 3 года. Наверное, даже намного больше. Опять же, смотри, как пользоваться. Частенько я делаю так. Например, когда ухожу из дома, я его выключаю. Потом, перед тем, как прийти, минут за 20, я его дистанционно включаю, чтобы он очистил воздух. И когда я захожу уже в помещение, домой, у меня воздух чистый. При этом фильтр не работает постоянно. А теперь давайте посмотрим на возможности приложения. Называется оно Air Plus. Раньше называлось Clean Home Plus. Доступно оно для бесплатного скачивания в Google Play. Перед использованием вам нужно будет подключить очиститель к своей Wi-Fi сети, после чего сможете управлять им прямо со смартфона, в том числе даже не находясь дома.
На главном экране доступен прогноз погоды с информацией о загрязненности воздуха частицами PM2,5, а также аллергенами. Ну а чуть ниже вы видите показания своего жилья, которые берутся с датчиков очистителя. Для начала зайдем в раздел, информирующий о состоянии воздуха на улице. Как видим, по частицам PM2,5 и PM10 ситуация хорошая, а вот по пыльце есть превышение: 3,4 береза, 3,1 трава. Причем этот скриншот недельной давности. Сейчас уровень пыльцы березы возрос до опасного уровня 9,8. Насморк и чихание мне обеспечено, если я выйду на улицу, особенно в утренние часы, когда деревья больше пылят. Пыльца, естественно, попадает и в помещение, но очиститель эффективно фильтрует воздух, и, находясь дома, я не испытываю никаких неприятных симптомов. Как вы можете слышать, у меня даже нет насморка. В этом разделе также можно посмотреть почасовую и ежедневную статистику по загрязнению воздуха. Данные берутся с внешних датчиков, которые размещены по всему миру. Допустим, в моем городе их 9 штук. В разделе очистителя вы также можете выбрать режим работы устройства и посмотреть на показатели воздуха в помещении. Доступны как текущие показатели, так и статистика за предыдущие дни или часы. Можно настроить автоматизацию, запрограммировав график работы очистителя на всю неделю. У меня, допустим, он работает с 7 до 10 вечера, с 7 утра до 10 вечера в автоматическом режиме, то есть сам регулирует скорость в зависимости от загрязнения. А с 10 вечера и до 7 утра в спящем режиме, то есть минимальная скорость, бесшумный режим. В одном из недавних обновлений появился новый режим Авто Плюс, который автоматизирует процесс при помощи искусственного интеллекта. То есть он анализирует данные не только внутри помещения, но и снаружи. То есть если будет у вас на улице большой уровень PM2 или аллергенов, он автоматически будет повышать обороты. Скажем так, на всякий случай, чтобы уже точно в помещение ничего не попадало. В разделе «Состояние устройства» вы можете посмотреть на оставшийся ресурс фильтра, время до следующей очистки, а также посмотреть на инструкцию по замене и очистке. Все доступно. В разделе «Настроечки» можно включить оповещение на смартфон при превышении заданного уровня загрязнения. Допустим, у вас там поднялся уровень, вы там не заметили, вам придет сообщение на смартфон, и вы можете вручную включить на максимальные обороты. А также есть уведомления о необходимости замены или очистки фильтра, а также есть возможность синхронизировать с популярными сервисами вроде Alexa или Google Home. В принципе и все. Как видите, очиститель у Philips получился простой и удобный в использовании. В управлении и настройке разберется даже пожилой человек, который не слишком дружит с современными технологиями. Да и обслуживание не сказать, чтобы сложное. Раз в пару месяцев пропылесосить фильтр, раз в 3 года его заменить. Приложение сильно упрощает использование, позволяет дистанционно управлять очистителем, включая его перед приходом домой или регулировать настройки, не вставая с дивана. Автоматизация тоже очень полезна, но главное, он отлично очищает воздух. Даже в разгар аллергии дома вы будете чувствовать себя хорошо. Воздух даже на запах становится чище, так как он очищается не только от мелких частичек, но и газов, убирая неприятные запахи. Но я рекомендую его не только аллергикам, но также тем, у кого есть маленькие дети, а также тем, кто живет в промышленных городах. Собственно, реально классная штука, вообще не жалею, что купил, с удовольствием пользуюсь и вам всем рекомендую. Заказывал я его в локальном интернет-магазине своей страны с доставочкой на отделение почты. Кто из Украины это Стилус знает. Там он стоит дешевле, и с этим магазином я часто работаю. А если вы не с Украины, тогда можете посмотреть, поискать в своей стране. Philips, в принципе, представлен по всему миру, в Европе, в Америке, где угодно. На этом все. Подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Злой. До новых встреч.